Всем привет! В прошлом видео я открыл Т8 ношения топоров, и значит пришло время отправиться в пути Авалона. Я использовал большой топор, так как он дает отличную мобильность и неплохой урон. Броню солдата, чтобы в критичной ситуации бустануть урон. Сапоги солдата для еще большего повышения мобильности. Колпак ученого для регена маны и как слабенький сейф. Накидку Форт Стерлинг для более безопасного перемещения. Расходники по стандарту рыба на реген хп плюс яды против мобов и жаркое плюс зелье хп на случай файта. Первый сундук оказался фиолетовым 6 тира с дропом на 250 тысяч плюс 90 тысяч серебра в кошельках. Я решил сразу же отвести дроп, тем более что до города было пол локации. Вернулся в пути, наткнулся на сундук 8 тира. С него выпало почти на 250 тысяч. Переехал в другую локацию, и когда я уже добивал Т8 легионера, увидел красные ники. Пришлось эвейдить моба. Меня преследовал кровопуской голый чел. Я решил сразиться с кровопуском, но увидел еще одного типа из гильдии кровопуска и понял, что разумнее будет валить. Хорошо, что на перекрестке увидел еще одного противника и успел свернуть. Сел на маунта, но эти гостеприимные ребята решили проводить меня до выхода из локации. Я был не против. Вернулся в город и смог продолжить приключения только через несколько дней. Первый же сундук оказался по сути пустым. Здесь у меня начались флешбеки из соло-рандомок и мысли, что весь лут теперь переехал в ХГ разного рода. Т8 синий сундук подтвердил мои опасения, так как дропнул лута на 70к плюс 60к в кошельках. Я отправился к соседнему споту в той же локации и наткнулся на фармящую парочку даггер плюс большой топор. Они получили хороший урон от моба, но я все еще думал, стоит ли атаковать их. Но кинжал своей атакой избавил меня от необходимости принимать решение. Кинжал прожал ешку плюс куртку, но не смог нанести мне достаточно урона, так как я под вешкой и ешкой имел преимущество в скорости и атаковал топора. Тот на сапогах смог разорвать дистанцию, я тоже прожал сапоги, использовал капюшон и добил врага кьюшкой. Тут опомнился даггер, но все мои умения были в откате, я решил залутать топора и свалить на вешки и ешки. Пока я лутался, даггер разрядился в меня и пришлось делать ноги и пить банку. Хотя сейчас понятно, что можно было попытаться убить и даггера, отведив его разрядку, но на тот момент я решил, что лучше синица в руках. Я смог оторваться от кинжала, но развернуться не решился из-за мобов. Только отвейдив их, сел на быстрокогтя и вернулся обратно. Даггер уже был на бычке и не стал спешиваться. К тому же он оставил мне остатки лута со своего напарника. и немного недочищенный Т8 сундук, лут из которого не стоил и 100 тысяч.
В соседней локации из сундука дропнулось 40 тысяч, считая кошельки. Но на этом споте находилось еще 2 сундука, и фиолетовый наконец-то порадовал, дропнув миллион вместе с кошелями. С третьего выпало 80 тысяч. Я подумал, что настало время ехать в город, чтобы скинуть добычу, но перед этим решил доехать до еще одного сундука в этой же локации. Он оказался 4-го тира и добавил еще 50 тысяч. Пока я искал выход из путей, нашел еще один Т8 спот, но его фармили 2 лука, и я решил, что с ними не стоит связываться. Зашел в тупиковую локацию, решил доехать до сундука. Встретил арбалета, он решил ретироваться, оставив мне почти почищенный Т4 спот, прибавив к луту еще 50 тысяч. Продолжая поиски выхода, я вышел из портала, в 2 шагах от которого находился соло-сундук 6-го тира. Грех было не забрать его. И тут за спиной появился красный ник. Это было довольно опасно, учитывая, что у меня был только один выход – это идти ему навстречу. Я прошел в мобов, прожал сапоги, увидел, что в спину зашла целая пачка, но действовали они не как гангеры и явно не ожидали такого мува. В итоге я успел сесть на быстрокогтя и спокойно уехал от преследователей по путям. Наконец-то нашел выход из Авалона в желтые локации, недалеко от Тетфорда. Починился на 70 тысяч и выставил добычу на продажу, после чего вновь отправился в пути. Довольно долго проблуждал в поисках соло-сундуков, пришлось даже выходить из путей в черные и заходить в другой локации. Как раз во время перебежки встретил довольно беспечного собирашку. Но мне не хватило урона, чтобы убить его, а берпавсы рядом не захотели помогать ни мне, ни собирателю. В этой части путей были незафармленные сундуки. Первый 6-го тира одарил 50 тысячами. Второй спот в этой же локации оказался 4-го тира со 120 тысячами внутри. После этого мне повезло найти Т8 сундук, в котором оказалось лута почти на 200 тысяч. Дальше попалась пара практически пустых Т6 сундуков. Подъезжая к следующему споту, я обнаружил, что он был зачищен. Но сундук был еще закрыт. Я услышал, что рядом кто-то добивает одного моба, и решил попытаться застилить сундук. Но не успел я его открыть, как прибежал на сапогах Фаер. Я не успел сесть на маунта и пришлось принимать бой. На подмогу Фаеру пришли берпавсы. Я решил вначале избавиться от Фаера, но он довольно грамотно действовал.
прикрываясь стенкой. И я, потеряв много здоровья, решил отойти. Удачно пробежал через 2 спота, вышел из боя, отрегенил хп, съел боевую еду, решив, что вполне могу дать бой ребятам. Поставил банки хп, обнаружил бирпавсы на зачищенном сундуке, но он успел сесть на лошадь. Пришлось агриться на подошедшего Файра. Получилось увернуться от его кьюшки и ешки, тут в бой решили вступить бирпавсы. И я удачно сдал ешку в них. Файр стенкой меня отзонил, но я включил сапоги и догнал лапы. Они сдали в меня вэшку и прожали куртку наемника, отхилив себе часть хп. Я выпил зелье. Прожал ешку и зарезал бирпавсы, которые так любезно бежали вдоль стенки. И я думаю, что смог бы разделаться и с Файром, если бы не крыса на кровопуске. Но винить его, конечно же, не в чем, мало кто бы удержался от такого подарка на его месте. По крайней мере, я бы поступил точно так же. Ну и я посчитал, что это будет хорошим финалом моего приключения, растянувшегося на пару дней, но в сумме я наиграл часов 5 в этом видео. Всем спасибо за просмотр, мне понравилось бегать в путях, и я, пожалуй, сделаю еще пару таких видео. Так что не забываем поставить лайк, дизлайк и подписаться на канал. Всем пока!